Всем привет! Наконец дошел до загрязнений. На данный момент это все новости. Однако на этой неделе обещают еще новости про генетику и детей. Поэтому не забываем подписаться, чтобы не пропустить новые ролики с новостями. А теперь к видосу. Что ж, механоиды – могущественные союзники, но у них есть уникальная цена – загрязнение окружающей среды. Создание и эксплуатация механоидов создает токсичные отходы. Если не заморозить эти пакеты с токсичными осадками, они в конечном итоге протухнут и загрязнят близлежащую местность. Хуже того, если они сожжены или повреждены, они лопнут, как воздушный шар, и выпустят смертельный ядовитый газ. Механоиды не единственный источник загрязнения. Генераторы отравляющих веществ обеспечивают стабильную подачу энергии, но напрямую загрязняют местность вокруг них. Эти генераторы идеально подходят для колоний механоидов, которым нужно много дешевой энергии, если вы не возражаете против скопления токсичных веществ. В то время как механоиды невосприимчивы к загрязнению, ваши колонисты вовсе нет. Конечно, в зависимости от их генов. Загрязнение также делает живые существа больными. Оно отравляет колонистов и животных, заставляя их медленно накапливать токсины. Любой, кто сталкивался с токсичными осадками в основной игре, уже знаком со смертельными последствиями токсического отравления. Высокий уровень накопления токсинов может вызвать рвоту, слабоумие, карциному и в конечном итоге смерть. Кроме того, обычные растения и животные не могут выжить на загрязненной местности. Чем более загрязненной становится ваша колония, тем больше она будет привлекать адаптированных к токсинам растений и животных. Загрязнение также влияет на планету в более широком масштабе. Чем более загрязнена территория, тем больше она влияет на окружающий мир. Высокий уровень загрязненности поблизости может вызывать кислотный смог, который заставит глаза ваших колонистов слезиться. Кислотный смог блокирует солнечные лучи и замедляет рост растений, а испаряющиеся химические вещества разъедают предметы на открытом воздухе. Впрочем, начиная новую игру, вы можете настроить уровень загрязнения мира. Борьба с загрязнением. Есть много инструментов для борьбы с загрязнением, или даже для его принятия. Ношение средств защиты от загрязнения, таких как маски и противогазы, снижает воздействие загрязняющих веществ на ваших колонистов. Пересадка искусственных органов детоксикации делает ваших колонистов невосприимчивыми к ядовитым эффектам загрязнения. Есть даже генетические модификации, связанные с загрязнением окружающей среды. Прикажите колонистам вручную очистить загрязненную местность, и они упакуют ее обратно в токсичные мусорные пакеты. Однако более безопасным вариантом является использование автоматических насосов для загрязнений, чтобы защитить уязвимых колонистов от загрязнения. Что теперь делать с кучами мусора? Заморозьте их. Замороженные мусорные пакеты не протухают, однако занимают много места. Экспортируйте их. Используйте караваны или транспортные капсулы, чтобы сбрасывать мусорные пакеты по карте мира. Вы даже можете прислать их в качестве подарка вашим врагам. Однако людям может не понравиться, что вы делаете. На сильно загрязненных картах со временем вырастают особые полюксы. Эти деревья медленно очищают загрязненную местность вокруг себя. Однако их тонкая корневая сеть препятствует их повторной посадке. Распылите отхода. Высококачественные распылители отходов позволяют полностью нейтрализовать угрозу токсичных отходов. Процесс несколько медленный и довольно дорогой. Или можете игнорировать их. Загрязнение земли имеет некоторые преимущества. На загрязненной местности можно выращивать новые культуры, такие как быстрорастущий таксокартофель, только не ешьте его сырым. Загрязнение также может привлекать новые разновидности животных, такие как таксолопы и мусорные крысы. Загрязнение и жуки. Гигантские насекомые очень любят загрязнение. Эти насекомые, изначально выращенные как биологическое оружие против механоидов, стимулируются ядовитыми парами загрязненной местности, что делает их более быстрыми и смертоносными. Когда условия для жуков неприятны, насекомые образуют стазисные коконы и прячутся под землей. Эти коконы защищают насекомых от огня, экстремальных температур и других опасностей на протяжении десятилетий. Многие планеты усеяны этими коконами, лежащими чуть ниже поверхности. Газ от протухших отходов может привести к тому, что коконы всплывут в спящем состоянии, пока их не потревожат, вызывая массовое нашествие жуков. Теперь про токсичный газ. Он является смертельным химическим раздражителем. Газ обжигает легкие и глаза, вызывая временную одышку и ухудшение зрения. Постоянное воздействие ядовитого газа приводит к накоплению токсинов и, в конечном итоге, к смерти. Его можно создать, сжигая токсичные пакеты с отходами
или вооружившись с помощью нового исследования. Оружие с отравляющим газом включает в себя отравляющие гранаты, гранатометы, отравляющие минометы, отравляющие самодельные взрывные устройства и переносные паки с отравляющими веществами. Отравляющий газ добавляет много интересных боевых тактик. Облака ядовитого газа могут значительно снизить эффективность атак дальнего боя. В конце концов, трудно стрелять из пистолета, если ты не видишь и не дышишь. Кроме того, злоумышленники, которые подвергаются воздействию ядовитого газа в течение достаточно долгого времени, в конечном итоге будут нокнуты из-за скопления токсичных веществ. Вам также нужно научиться защищаться от ядовитого газа. Это фирменное оружие одной из наших новых фракций. Подробнее об этом позже. Носите противогазы или будьте осторожны с движением ваших колонистов, чтобы нейтрализовать воздействие ядовитого газа. У нас в игре уже есть механика такого отравления. Это ядовитые когти. И это работает на данный момент так себе. Интересно, будет ли толк от нового оружия. Что ж, про загрязнение на этом все. Следующая порция новостей нас ожидает примерно в субботу-воскресенье. Если вам нравятся мои ролики, не забывайте тыкать лайк и подписку. А на этом пока все. На связи был TOSForce.